Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. Сегодня мы продолжаем выращивать раннюю капусту осенью. Друзья, 25 дней назад мы посеяли раннюю капусту, и тогда я призывал вас присоединяться к такому же выращиванию. Да, обычно раннюю капусту выращивать принято ранней весной, а на осень обычно выращивается средняя, поздняя и так далее. Но ранняя капуста, выращиваемая именно в осеннее время, дает очень неплохие результаты по легкости выращивания и по прибыльности, особенно если у вас летом освободился какой-то участок, какая-то площадь, например, после озимого чеснока, после лука репчатого, после других каких-то культур. Вот следом за ними можно как раз таки посадить рассаду ранней капусты и приблизительно в октябре получить урожай. А урожай ранней капусты стоит гораздо дороже в октябре-ноябре, чем урожай поздней капусты. Потому что поздней капусты много на рынке, она жестковата. А ранняя капуста, она и выглядит по-весеннему. Она нежная не только на взгляд, она нежная и на вкус. И люди готовы платить больше именно за раннюю капусту. Получая меньшую головку, мы зарабатываем на продаже ранней капусты осенью больше денег. Вот такой смысл. Мы выращиваем не для коммерческой цели, мы выращиваем только как в качестве, на стол. На стол для салатов нежную, сочную зелень. Поэтому я говорил, что такое выращивание подойдет каждому из нас с вами. Так вот, 25 дней спустя мы получили вот такую рассаду. Мы выращивали сначала в кассете, под солнцем палящим. Конечно, подсыхание во время произрастания рассады притормаживает ее развитие. К тому же мы не провели вот этой рассаде ни одной подкормки. Это тоже внесло свою лепту. Но развитие спустя 25 дней от посева до вот такого, это, я считаю, неплохое. Самое то, что нужно высаживать. И мы вчера провели высадку на грядку. Высаженную рассаду обязательно подкармливаем каким-нибудь универсальным удобрением с формулой в равных частях азот, фосфор, калий. Это даст ей мощный толчок для первоначального развития. Давайте посмотрим на эти растения. Мы их замульчировали, провели мульчирование. Почему? Потому что еще все-таки припекает солнце, еще очень жаркая земля. Если ее не примульчировать, в прикорневой зоне растения будет быстро подсыхать. Этого допускать нельзя. Вот таким образом выглядит капуста. Я рассчитываю, что мы приблизительно через 35-40 дней соберем урожай качанчиков. Да, качанчики на ранней капусте не такого большого размера, в среднем до 1 килограмма, но тем не менее, даже вот эти 8 растений, которые растут у нас на грядке, кстати, о схеме посадки, 50 сантиметров между рядами, вот так вот 50, и приблизительно 40, у нас было больше места, просто грядка 2 квадратных метра, где-то 50 между растениями. Сама розетка ранней капусты меньше, чем розетка поздней капусты, поэтому можно сажать немножко гуще, 40 на 40, например, или 40 на 50, вот по такой схеме. Так вот, друзья, даже 8 растений, получив на одном растении качанчик весом до килограмма, это практически 8 килограмм можно собрать. Но я думаю, мы с вами обязательно посмотрим на полученный результат. И уже даже те дачники, огородники, кто не успел посеять вместе с нами, на следующий год обязательно это сделают. Я, кстати, был в прошлом году на полях и видел, как выращивают целые поля именно ранней капусты. Фермеры выращивают. Это настолько выгодно, поэтому особенно это видео будет полезно тем, у кого большие площади. Вот
там сотка, 2, 3, 5, 10 соток засаженной ранней капустой. Это отличный просто вариант, чтобы земля не гуляла. После лука, после бобовых, после картофеля и после некоторых других культур можно смело ее высаживать. Это неоднородные растения, не подвергаются таким же вредителям и болезням, как я перечислил, поэтому можно смело выращивать. Друзья, немножко поправить материальное положение с помощью выращивания вот такой очень простой культуры. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.